10 интересных фактов о последнем советском луноходе. 16 января 1973 года автоматической станцией Луна-21 был доставлен на Луну луноход-2, второй из серии советских лунных дистанционно управляемых самоходных аппаратов-планетоходов. Луноход-2 стал последним аппаратом серии Е, которую разрабатывали в Королевском АКБ-1. Он предназначался для изучения механических свойств лунной поверхности, фотосъемки и телесъемки Луны. Аппарат прилунился всего в 172 километрах от места посадки американского Аполлона-17 в южной части кратера Лемонье, находящегося на восточной окраине моря Ясности. Представляем вашему вниманию 10 интересных фактов об этом самоходном аппарате. Первое. Пройденная дистанция. На стадии разработки лунохода конструкторы столкнулись с нелегкой задачей – разработать аппарат для передвижения по лунной поверхности, о которой на тот момент не было известно практически ничего. Тем не менее, луноходу-2 принадлежат рекорды по пройденному расстоянию. За 4 месяца работы аппарат прошел 42 километра, в том числе участки с весьма сложным рельефом, сыпучим грунтом и каменными россыпями. Первоначально дистанцию оценивали в 37 километров, но ученые, изучая снимки с лунного орбитального зонда, вычислили, что она равна от 42,1 до 42,2 километра. Это рекорд для роботов, работающих вне Земли. Второе. Навигация. Во время прилунения навигационная система лунохода-2 была повреждена, и 11 офицерам наземного экипажа лунохода пришлось ориентироваться по окружающей обстановке, звездам и Солнцу. Положение же корпуса определялось косвенным путем по загрузкам на колесах. Есть неофициальное мнение, что передвигаться помогла и подробная фотокарта района, составленная для посадки Аполлона-17, которая незадолго до полета попала в их распоряжение. Третье. Фотосъемка и видеосъемка. За 4 месяца работы на Луне на Землю было передано 93 телефотометрических панорамы и около 89 тысяч снимков малокадрового телевидения. В ходе съемки получены данные наиболее интересных особенностей рельефа, позволяющие провести детальное изучение их строения. Четвертое. Оборудование. Луноход-2 был оборудован рентгеновским спектрометром RIFMA-M для измерения химического состава лунного грунта, магнитометром SG-70A для изучения магнитного поля на поверхности Луны, астрофотометром для измерения светимости лунного неба, радиометром, фотоприемником Рубин-1, а также лазерным уголковым отражателем. Также аппарат был оснащен третьей телекамерой, установленной по просьбе экипажа на уровне человеческих глаз, что существенно улучшало обзор во время движения по лунной поверхности. Пятое. Масса. Луноход-2 установил мировой рекорд максимальной массы автоматического самодвижущегося аппарата по поверхности Луны. Она составляла 836 килограммов. Шестое. Оформление. На луноходе и посадочной ступени были установлены государственный флаг СССР, вымпелы с барельефом Владимира Ильича Ленина, изображением государственного герба СССР и надписью «50 лет СССР». Седьмое. Выход из строя. В последний раз телеметрическая информация была принята с лунохода-2 10 мая 1973 года. Говорилось, что луноход начал движение от разлома прямой на восток к мысу Дальний. Однако по пути луноход угодил в кратер. Пытаясь выбраться из него задним ходом, зачерпнул тарелкой пыль со стенки кратера, которая налипла на солнечную батарею и на радиатор-охладитель. Из-за происшествия нарушился тепловой режим. За сутки температура в отсеке выросла до плюс 47 градусов по Цельсию. Аппаратура перегрелась и вышла из строя. Восьмое. Местонахождение. Точное местонахождение лунохода-2 не удавалось установить в течение 37 лет, хотя отечественные специалисты заявляли, что аппарат потерян не был. Обнаружить луноход смогли после того, как НАСА обнародовала в 2010 году более 100 тысяч снимков лунной поверхности, сделанных камерой аппарата LRO. До их публикации канадскому ученому из Университета Западного Онтарио удалось найти следы пребывания лунохода и, как он думал, сам аппарат. Однако позже выяснилось, что темное пятно, которое исследователь принял за луноход-2,
Это место около кратера, в который попал луноход незадолго до выхода из строя. Точное местонахождение установили позднее, по снимкам LRO. 9. Продажа прав собственности. В 1973 году на аукционе Sotheby's, посвященном космической тематике, Луноход-2 был продан за $68 500 Ричарду Гэрриоту, американскому коллекционеру космических артефактов и сыну астронавта НАСА. До сих пор неясным остается вопрос, каким образом НПО имени Лавочкина, создавшее Луноход-2, смогло выставить его на торги. 10. Рекорды. Помимо рекордов по массе самодвижущегося аппарата и по пройденному расстоянию, Луноход-2 также превзошел все аппараты подобного плана по скорости движения и продолжительности активных действий. В 2013 году американскому марсоходу Opportunity почти удалось догнать советский Луноход-2 по пройденному расстоянию. С 2004 года он проехал по Марсу 35,76 километра и пока продолжает двигаться. Спасибо за внимание и за то, что смотрите ролики на моем канале LT Denis Facts. Понравилось? Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и делитесь с друзьями. До скорого!